Здравствуйте, дорогие любители лекарственных растений! Сегодня будем рассаживать, уже готовить к лету, мурданию. Пекинская трава, мурдания лариформис. Растение считается очень сильным онкопротектором. Причем у нас считается только онкопротектором, а в Китае, в Таиланде применяют даже для лечения онкозаболеваний. В традиционной китайской медицине применяется для лечения сахарного диабета, пневмоний. Вообще обладает иммуномодулирующими свойствами и очень сильными противовоспалительными свойствами. Поэтому применяется при любых воспалительных заболеваниях. Пневмония, грипп, любые ОРВИ. Все, что связано с воспалительным процессом, решается при помощи этой травы. Ну, разумеется, в комплексе. Нет такого растения, чтобы решило все проблемы за нас. Иногда продают как комнатное декоративное растение, но вот оно у меня сейчас цветет. Я думаю, о декоративности цветения тут как-то даже и говорить особо не приходится. Ну, ясно, что на любителя, может быть, кому-то это и понравится, такое цветение. Я его толком не увидела. Как-то нет ярко выраженного цветка или какой-то декоративности. Но сам по себе лист довольно симпатичный, приятная зелень. Вкус. Я считаю, что если лекарственное растение или вообще любое полезное растение хотя бы не имеет неприятного вкуса или горечи, или какого-то отталкивающего запаха, это уже хорошо. Вот мурдания как раз из таких растений. Как такового вкуса у нее нет. Ну, по крайней мере, положить в салат несколько листиков или просто проходя мимо съесть, никаких проблем не составляет абсолютно. Довольно приятное растение, приятная структура, такое похрустывание, пикантное, я бы сказала. И, в общем, вполне можно выращивать, вполне можно употреблять в пищу. Сейчас мы решим, как его лучше размножать. Ну, семена бывают иногда в продаже, но это долго и хлопотно. В общем-то, растение не дефицитное, его достать можно. Оно само прекрасно размножается. Летом у меня растет широкой емкости, и там оно во все стороны, был бы полив. Достаточно влаголюбивое растение. На полное солнце я не сажаю. Как-то мне показалось, мельчают листья. Давайте мы сейчас достанем. Вот здесь уже у нас, по сути дела, сразу 3 растения. Это все за зиму произошло, без досветки причем. Хорошо на подоконнике держится, много листьев вы не получите. Но передержать, чтобы потом размножить летом, а вот летом уже можно его, вот оно как выглядит. Летом потом его можно уже вдоволь наедаться и кормить семью. Вот такой, может быть, даже и на 2 получится разделить. Но это лучше стряхнуть землю, чтобы не рисковать. Если у вас, допустим, черенок один и вы не хотите. Нет, пока не буду делить. Нет. Пока не вижу здесь отдельных корней. Но это очень быстро происходит. Сажать нужно сразу в широкую емкость, в хороший рыхлый грунт желательно, чтобы было куда укореняться. Ну, про полив я уже сказала. Полив, конечно, она любит. Тут бесспорно. Вот так, вот у нас еще одно растение. И уже есть корень. Если хотите побыстрее, то нужно побеги вот так укладывать. Вот здесь подходящее место для укоренения. То есть я, когда буду сажать, я укореню. Можно даже чем-то прикрыть. Так, это у нас еще одно растение. Это вот все из одного. То есть на зиму я занесла одно растение примерно вот в таком виде. И за зиму вот что получила. Так, ну и здесь у нас еще 2. Даже 3. Я уже не буду их доставать. Одно материнское оставлю прямо здесь. Листья лучше всего снимать регулярно. И я вот на будущее так думаю, что я буду прищипывать. Не давать вот так вот выкладывать цветоносы. Просто мне было интересно посмотреть. Оно у меня уже 2 года, и до этого ни разу не пыталась цвести. Ну, достаточно, видимо, созрела и решила зацвести. Я просто хотела посмотреть. Ну, тут смотреть не на что. Больше не буду оставлять. В тот момент, когда начинается растение начинает выбрасывать цветоносы, прекращается вот такой активный рост листьев. То есть вообще она растет очень быстро. Но во время цветения все это затормаживается, нет смысла. Я думаю, что лучше цветоносы сразу отламывать и давать ей размножаться вегетативно, и лучше рвать эти листья и их использовать. Ну, в общем, хорошее растение. Хлопот я не увидела. Вредителей пока нет, заболеваний не было, естественно. В общем, хорошее, крепкое растение. Рекомендую выращивать. Все, выращивайте растения. Будьте здоровы, счастья, всем удачи!